Хайрлтан, доброе утро. Привет всем из Нью-Йорка. Это район Квинс. У нас сегодня здесь 23 сентября 2025 год. Интересное наблюдение от ребят. Дайсоны, которые были куплены в Казахстане или в Европе, здесь, кстати говоря, не работают. То есть Dyson — это фен. Он здесь не работает от розетки. Ребята сказали, что, короче говоря, его просто не тянет. Они засовывали в розетки, он не работает. Почитал в интернете, оказывается, если вы хотите сюда привезти свой Dyson, то нужно здесь или в Казахстане купить переходник, адаптер специальный, преобразователь напряжения энергии в розетках. Вот, ну об этом в интернете много что пишут, так что если планируете сюда ехать с Dyson, то поищите про это и вообще купить в Казахстане. Идем дальше. Вот такая вода в магазине стоит $3. Это 1 галлон. Или по-нашему 3,7 литра. Видите, вот. По сегодняшнему курсу получается примерно 442 тенге за литр. Еще одно интересное наблюдение от ребят, то что здесь на дорогах они пока что не видели автомобили китайских брендов. Вот, и еще сказали, что очень много японских брендов машин. То есть это у нас Toyota, сказали очень много марки Honda. Это уже не первое видео отсюда. Мы уже здесь несколько дней, на канале появятся другие тоже видео. Некоторые видео на других языках можно будет посмотреть с субтитрами. И еще одно замечание, что здесь, кстати говоря, очень мало зеркал. Это подметили девчонки. Сказали, в номерах мало зеркал, в коридорах нет зеркал, в лифте нет зеркал и даже в заведениях. То есть очень мало зеркал. Сегодняшний выпуск обещает быть интересным, так что присаживайтесь удобнее и приятного просмотра. Что удивительно, у нас в отеле завтрак включен в Нью-Йорке. Завтраки вот такие, не сильно разнообразные, но вот сегодня есть, к примеру, это у нас теркей, забыл, как на русском будет. Какой-то сэндвич есть, яичница, омлет, картошка, кетчуп, сок апельсиновый, ну и еще сладкое есть тоже. Также было замечено, что вот эти у них вареные яйца, они какие-то прям плотные, что белок, что желток. Вот такой гостинице мы живем, называется Residence Inn by Marriott и Spring Hill Suites by Marriott. То есть, можно сказать, здесь два отеля в одном здании. Еще одно наблюдение, девчонки поделились, что здесь очень мало ухоженных мужчин, говорят. То есть они есть в Нью-Йорке, вот где мы на Манхэттене были, а так в основном, говорит, типа большинство, как бы, ну, как это на языке девушек, типа, ну не особо красавчики. А, точно, еще один момент. Девушки сказали, что здесь очень мало девушек и женщин вообще на каблуках. Говорят, даже там, где на Манхэттене были, то есть очень мало девушек. То есть, чтобы там в платье и на каблуках, то есть, говорят, очень редкость. Смотрите, есть вот такие многоуровневые парковки прямо рядом с отелем у нас здесь. Я так понимаю, они, кажется, трехэтажные. Видите, вон две машины стоят друг над другом. Вот, и также, кстати, рядом с нашим отелем находится ТЭЦ на газу. Точно. Сегодня, кстати говоря, ночью, не знаю, что-то здесь происходило. Именно здесь, у нас на районе. Ну, прям, короче, там что-то и полиция, и скорая помощь, что-то пожарная приезжала. Прям было их очень хорошо слышно. Я живу на 13-м этаже. Мы снова в метро. Заметили, что в метро почти нигде нет защитных барьеров. То есть рельсы доступны в любое время. То есть, видите, тут никаких дверей, никаких барьеров, ничего нету. А так в метро передвигаться очень удобно, можно везде доехать. Стоит $2,90 за поездку, не за расстояние, а именно за то, что зашел в метро. Станция Йорк. Я же говорю, никаких барьеров.
Видите, можно просто так выпасть, если будете неаккуратны. Пришли в район Дамба, это Бруклин, посмотреть на Манхэттенский мост. Видите, вот это вот культовое место, очень красивое. Там получается, вон там, видите, под мостом можно будет увидеть вдали Empire State Building. О, точно, еще один такой момент. За все эти дни, пока мы в Нью-Йорке двигаемся, я еще ни разу не видел, чтобы кто-то летал на дроне. То есть дрончиков здесь не видать. Видимо, очень строгие запреты. Я думаю, уже вы и без меня знаете и в целом слышали, что в Нью-Йорке пахнет много где мочой или же марихуаной. Но также еще вот ребята заметили, что здесь почти никто не курит обычные сигареты на ходу. То есть, когда вы идете, перед вами никто не идет и не дымит. То есть, многие заметили, когда гуляли. И когда мы еще были в Центральном парке, ребята заметили, что там вообще в парке не курят почти ничего. И даже марихуаной местами, то есть, вообще не пахнет. О, точно, немаловажно. Здесь мы, кстати, не увидели шеринговых самокатовых компаний. То есть, есть вело, но самокатов нету. То есть, есть частные самокаты и все. И на самокатах здесь, кто вот катается, люди, да, они не пытаются сбить там пешехода или гоняют. Всегда притормаживают, либо спешиваются и аккуратно проходят мимо. А велосипедисты вообще почти не ездят по тротуару. Сегодня отличная погода, чтобы прогуляться по Бруклинскому мосту. С правой стороны вид открывается на Манхэттенский мост. Вот это пешеходная часть Бруклинского моста. Здесь также ездят автомобили и велосипедисты. Вот видите, велодорожка есть. Отделена от пешеходов. Вот по пешеходному мосту многие в утреннее время бегают, выходят на пробежку. Классная погода. Скамейки здесь прикручены, мусорные баки прикованы. Погода сегодня, конечно, вообще удивительная. По прогнозу должен был быть облачный и дождь, а здесь сейчас солнце жарит. Вот так вот аккуратно, потихонечку перешли через Бруклинский мост на Манхэттен. Снова вернулись сюда. Станцию метро находим вот по таким плафонам. На некоторых метро, да, кажется, вроде сейчас почти на многих есть эскалаторы и лифты. А так, конечно, чаще всего это лестницы. Добрались до музея American Museum of Natural History. Естественной истории. Уже внутри довольно быстро прошли. На входе проверяют сумки, там какую-то еду. Посторонние напитки нельзя, воду можно. Также есть кранчики внутри, так что воду можно еще здесь набрать. Вход стоит $30 на человека. Вот так выглядит основной вход. Потолок, здесь динозавры стоят, скелеты. Видите, большой прям потолок такой. На входе сразу можно найти карту музея. По этажам разделены, даже картинки есть. Видите, 4-й этаж — это динозавры. Я так понимаю, вот Теодор Рузвельт Ротунда. Куда нам надо обязательно? И на 4-й. Прям, ну, очень даже такие прям симпатичные. Прям реально выглядят как будто живые, знаете. Кстати, здесь довольно очень прохладно внутри, тем более на улице было жарко, мы спотели, и здесь прям кондер работает мощно. Map of Asia. О, Казахстан, вот Казахстан есть. Так, это да, прям настоящий. Вот мужик за столом, что ли, сидит. Ух ты, прикольно. Если сравнить с нашими, слушайте, тут прям этот уже полноценно рисовали. Не знаю, какого это века, конечно. 19 век, да? Да. Обалдеть. Смотрите, какие картинки. Смотрите, как они рыб рисовали. Смотрите, как они рисовали этот, который снегоходы. Вообще прикольно. А здесь капканы ставили. Видите? Не знаю,
Даже, ну, то есть это реальные рисунки или нереальные, как бы непонятно. Ну, как бы такой музей, возможно, реальный. 19 век. Attention all visitors. Baladan Cho, Baladan Cho. Please report to the first floor security desk. For directions, ask any available security officer or go to the nearest information desk. Самураи. Это, видимо, больше, так скажем, японская культура. Или, возможно, китайская даже, да? Синтоизм, шинто. Japanese Cycle of Life. Видимо, это здесь все японская тематика. Потому что здесь тоже вот Japanese Traditional House, Emperor of Japan. I know of Japan religion. Tungus of Siberia. Semai of Malaysia. Местами такой прям приглушенный свет, играет музыка. Тибет, вот тематика Тибета уже пошла. Кочевая культура. Ух ты. Women of Islam. People of Caucasus, Armenians. Georgians, people of Caucasus. Samarkand. Казаки, Imperial Russia. Якут and Turk tribe of Siberia. Якуты, тюркские народы. Russians in Siberia. Про Россию тематика. А здесь племена Амур Ривер. Вдоль реки Амур. Heritage of Mongols. Про монголов здесь. Тимуджин, Бату, Орда, Бабур, Кублай-хан. Я все пытаюсь найти что-то про Казахстан, но пока что ничего не нашел. Здесь уже тематика Китая. Traditional China. Очередной зал. Мексика и Централ Америка. Вот подъем на другие этажи. Ух ты! На входе здесь встречает вот такое огромное лицо каменное, кажется. Олмекхэт. Обалдеть, слушайте, мы до сих пор на втором этаже. А еще есть другие 4 этажа. Здесь прям, слушайте, очень много этих каменных изделий. Так сильно прям отличается, слушайте. Похоже на современное орудие. Mixtec Gold. The finest pre-Columbian goldsmith, the Mixtecs of Ojasa and Puebla, Mexico. Это золото пишет. Коста-Рикан Gold. Panamanian Gold. Я не знаю, это реальное золото или нет, но как бы видите, здесь отдельную плату за то, чтобы увидеть золотые изделия, не берут. Как в некоторых местах.
Такие огромные колонны есть. Прям, слушайте, этот зал Мексики прям мощный. Дальше у нас идет South American Peoples. Тут такой намного, ну, скромный такой зал. Amazonian Rainforest. Сайпан Томп. Анды и Амазония. Следующий зал. Вот здесь, в этом зале, это повышенная влажность. Прям в воздухе чувствуешь, как будто это прям морской воздух будто бы. Прикольно. Они пытались показать влажность Амазонии. Очень прикольно. Видите, местами стекла запотели. Обалдеть, здесь столько экспонатов. Не знаю, даже можно ли за один день все обойти еще. Inca City. Indians of Amazonia. Ну, прикольно, смотрите, они пенис подвязывают к животу. Видите? То есть, видимо, при беге, чтобы он не болтался. У него, вот, видите, на животе пояс есть, и он туда пенис прямо тут подвязал. Фу, просто обалдеть, реально. И вправду, наверное, одного дня не хватит, если честно. Вышли в другой зал уже, здесь уже другая, так скажем, погода. Влажности уже нету, музыки нету. Western Curiosity Zone. Вау, какое прикольное место, слушайте. Ух ты, какое тут это прям архитектурное решение. Или дизайнерское решение. Здесь что-то такое и современное, и несовременное. What can New York rocks tell us about the history of our continent? О, это вот камни Нью-Йорка, видимо, основание. Вообще говорят, что сам город, ну, Нью-Йорк в плане именно Манхэттена стоит на сланцевых отложениях. То есть это довольно очень сильные крепкие камни. Вроде еще называют его Манхэттенский сланец. А это черепашки. Обалдеть, слушайте. Какие только панцири не бывают. Прикольно. Напоминает какой-то типа улей, что ли, или муравейник. Pacific Peoples. Australia, Индонезия, Филиппинс, Микронезия, Полинезия. Прикольно. Здесь тоже какая-то есть своя прям атмосфера, музыка, даже запахи какие-то есть. Шум воды. Такие маски есть. Такой приличный зал. О, смотрите, какие здесь маски. Так, а здесь у нас зал с птицами. Оказывается, на третьем этаже еще приматы есть. Такой, знаете, можно назвать как этот мертвый зоопарк. Просто огромное количество разных птиц. Если не ошибаюсь, то, кажется, именно в этом музее снимали фильм «Ночь в музее». Зал с приматами. Смотрите, прям есть скелеты. Обалдеть.
Блин, ну они делают, конечно, капец реалистично. В натуре прям в глаза смотришь, такое ощущение, будто живые. Ого, это человеческий. Так, спустился на 3-й этаж. African Peoples. На 3-м этаже очень холодно прям. Обалдеть. Вот я, получается, на выше был, там было теплее. Точнее, подожди, я, кажется, на 2-й спустился. Да, это я на 2-м. На 2-м очень холодно. Ну, здесь тоже есть разные маски. Hall of African Mammals. О, обалдеть, здесь народу тьма. Здесь слоны, короче говоря. Ну полностью, походу, вся африканская этот. Да, здесь все африканские животные. Большой холл, много слонов. Теодор Рузвельт Ротунда. Ну это основной вход. Мы на 4-м этаже. Здесь будут динозавры. Обалдеть, тут нормальный такой зал. Ого, еще один зал. Прилично тут, походу, весь 4-й этаж так. Тут видите, все на потолках. Вот даже, смотрите, какие черепахи были. Огромные. Есть вот такие еще места. И смотрите, какой огромный динозавр здесь просто на весь зал. Здесь вот, я так понимаю, мамонты. Видите? Обалдеть, сколько здесь скелетов просто. И здесь скелеты. И еще один зал. Обалдеть. Короче говоря, сюда надо с детьми приходить. Дети всегда тащатся от динозавров. Это похоже на утконоса. Так, идем дальше. Конечно, здесь есть еще магазины и кафешки, где можно покушать, к примеру, или взять какие-то сэндвичи. Пока мы здесь находимся в Нью-Йорке, мы каждый день проходим почти по 25 тысяч шагов. Просто каждый день. Есть подвал, и в подвале здесь есть автоматы. School Lounge, этот Lunch Rooms есть. Вот такая вот надпись. Так, мне, походу, на 1-й этаж надо. Так, кстати, здесь еще фудкорт, оказывается, есть внизу. И метро выход. Да, прикольно прям, такой фудкорт. Ходишь, набираешь еду и так далее. Rose Center for Earth and Space здесь еще есть. Посмотрим. Некоторые, кстати говоря, выставки дополнительно денег стоят. Нужно покупать отдельные билеты. Но основная часть всего музея, она входит в стоимость $30. Так, мы вышли куда-то. Вот он, походу, этот Earth and Space. Ух ты, прикольно, слушайте. Прям отдельное здание. Вау, прикольно. Тематика космоса. Прикольно, слушай, он тоже так, несколько этажей, видите, можно по кругу так ходить, подниматься. Такой небольшой серпантин. Да, здесь тоже, слушайте, очень много залов на тематику космоса. Здесь у нас Земля, получается, видите? Вот
к такому залу вышел после космоса. О, это, кажется, первый этаж уже, да, точно. Уголок Теодора Рузвельта. Ого, какой зал есть, смотрите, здесь я еще не был. Обалдеть, здесь на стене огромное количество животных. Тигры, муравьеды, черепахи, рыбы, скаты, акулы. Обалдеть. Вот это, конечно, зал мощный. Ух ты. Вау, тут даже кит есть. Так, зал American Forest. И все, что обитает в лесу. И деревья показаны, и насекомые. Если вы сюда едете с детьми, просто обязательно, я думаю, приехать сюда, в музей, как минимум, ну, на часа. Ну, на полдня точно. Говорят, кстати, после обеда людей поменьше. Ух ты, смотрите, какой зал я вышел. Прикольно. Кстати говоря, не заметил, чтобы здесь проводили эти организованные экскурсии с гидами, экскурсоводами. То есть нигде не вижу, что прям толпа ходила за кем-то, за экскурсоводом, да, и их слушала бы. Так, а здесь уже зал, посвященный человечеству, людям. Modern Human, Неандерталь, шимпанзе. Шимпанзе, неандертальцы. Вот, тут много черепа, раскопки, могилы. Ого, комната с метеоритами посвящена. Обалдеть, реально метеорит стоит огромный. 34 тонны железа, метеорит. Обалдеть. Обалдеть, это кусок железа же. Серьезно? Такой метеорит, что ли, пролетел? Офигеть. В натуре? На камень не похож вообще. Он такой, знаете, гладкий, прям как бы реально как железо. Написано, что это самый большой метеорит в этом музее. Найден он в Гренландии. Просто вроде бы выглядит не таким большим, да, но огроменный камень. Там пишут, что возможно при падении он был в 2 раза больше. Еще какой-то кусок откололся. И этот кусок, кстати, здесь тоже находится где-то. Вау, это что такое вообще? Giant Geodes. Смотрите, обалдеть. Смотрится шикарно просто. Он реально человеческий рост. Высота 2 метра. Даже выше людей. О, любителям камней, короче, сюда надо. Обалдеть, сколько здесь чуть. Обалдеть, это вообще 3 метра высотой. Каких только камней нет. Вау, красота какая. Шикарно просто. Вроде камни, но мне почему-то нравится. Вот прям камни, да, как бы природные, как бы, ну, создание природы, да, и прям очень красивые. И огромное количество из них просто уникальные. Смотрите, какой-то минерал. Кристаллизация какая-то прям. Флорит. Видимо, тоже какая-то порода. Флорит называется. Смотрите, каких-то цветов только бывает. Обалдеть. Смотрите, какие кружки делают из них. Вот это вот кусок камня. Ух ты, есть золото, смотрите. Newmont Gold. Empire State Mine, Grass Valley, Калифорния, USA. Вау, ух ты, это
Это что, ювелирка, что ли? Galaxy, The Moon. Прикольно, слушайте, здесь. Sun, Zodiac. Разные украшения. Planets. Ну что ж, на этом закончилось посещение музея. И я, кажется, в этом музее где-то потерял свою красную шапку с надписью «Канада». Эх, жаль, хорошая шапка была. Подарок брата. Ладно. Я только что сходил в этот вещам, где потеряшки. Спросил, есть ли, может, кто приносил. Сказали, нет, не было. И теперь думаю, может быть, я где-то в метро уронил. Непонятно. Забыл совсем про шапку. Брайант парк во время обеда. Короче, сюда все приходят покушать, отдохнуть, ну и в целом пообедать. Виды, газон. Рядом с парком находится Нью-Йоркская публичная библиотека. Вот такое вот здание большое. The city of New York has erected this building for the free use for all the people. Вход сюда всем бесплатный. Потолки вот такие, очень красиво, симпатично. О, этот один из тоже основных входов. Видите, напоминает тематику Гарри Поттера местами как-то тут. Эти security check, то есть все, короче. Тоже есть разные гифт-шопы, там сувенирные. Своих бы не потерять. Есть вот такая комната, выставочный павильон. Здесь вот деревянные потолки с резьбой. Прикольно. Сразу Узбекистан вспомнил. Или старые деревянные мечети. Так вот, много людей здесь. 3-й этаж. Да, мощная отделка потолка. На 3-м этаже есть доступный зал для туристов. А в основные залы, где реально читают, то есть, да, занимать сюда не пускают. Ну, точнее, если вы реально пришли почитать, тогда пустят. А так, типа, посмотреть нет. Но двери открыты, можно так взглянуть. Вон тогда, да, вниз спускаемся. The New York Public Library. Пришли в Чипотле. White rice. $13 вышло вот это вот. Вместе с салатом совсем там курица, рис, помидоры, сыр. Заметили, что в Нью-Йорке нет проблем с мусорными баками. Много где есть. Не надо с собой мусор таскать. Никаких ограждений. Сейчас едем, чтобы покататься на канатной дороге на Рузвельт-Айленд. О, наша ветка F. Добрались до Лексингтон-авеню. Впервые в этой части Нью-Йорка. Гуляем, развлекаемся. А вот и трамвай, Рузвельт-Айленд трамвай. Видите? Вот и поднялись. Можно подняться пешком на лифте. Решили на лифте. Вход можно оплатить картой без проблем.
Нормальная такая высота здесь. А chcesz, żeby cię nagrać? Ну, с правой стороны это вот остров Рузвельта. Огромное количество многочисленных жилых домов. Видите, над водой идем. Я не знаю, вот это. А это Квинс. Точно, Квинс. Квинсбридж. Ну, быстро добрались. Все, уже приехали? Он наш отель виден. Мы сейчас куда вернулись? Мы почти к отелю вернулись. Квинс. Нет, а мы сейчас куда? Вот такие вот кабинки. Видите, ну прилично такая высота поднимается. Особенно над рекой, да? Рузвельт Айленд Трамвей. Отсюда, кстати говоря, отличный вид открывается на наш отель. Вот туда он. Где он? Вот ТЭЦ 3 трубы. Вон там, да. Вот тут сразу на входе карта есть острова. Остров Рузвельта. Но в целом сверху увидели. Ну, ребятам многим не особо впечатлило, но сама поездка, то есть очередной опыт, новый транспорт, прикольно. Здесь довольно сильное течение. Вода довольно быстро протекает. Гуси пасутся. Пастбище для гусей. Звучит. О! Все, едем дальше на метро. Опять возвращаемся на Манхэттен. Едем в район Сохо. Там магазины, кафешки, рестораны. Станция Рузвельта. Вот так выглядит Рузвельт Айленд. А вот и район Сохо. Заблокировали, то есть Все понял. Ну я не знаю. Вот девчонки рассказывают, оказывается, что здесь в Нью-Йорке есть заведение Тара, который есть в Казахстане. Кстати, еще один момент этот по поводу интернета. Я приобрел AirAllo, $14, 5 гигабайт. African Diaspora Goods. Если на 5-м авеню огромные большие магазины, то здесь получается наоборот такие небольшие магазины в домах, причем старые дома. Вот Adidas есть, вот Биркенстоки, Дизель, Мале или Махе или Маже. Что такое же? Кос прошли только что еще. Алло тоже здесь есть. Все для тебя. Вот здесь вот Uniqlo тоже есть. И эти бананки здесь стоят $24.90. Короче, с таксами где-то около $26. О, черный цвет, как у меня. Я только брал в Японии. Не уже забыл почем, но кажется дешевле, чем здесь. Шапку, короче, сегодня ж потерял. Вот здесь искал шапку, $20 стоит вот такая. Ну, с налогом, наверное, все 23. Но, кстати, что плохо, все одного сайза, то есть один размер. Также узнал, что, оказывается, есть и большие размеры, типа 2XL, 3XL. Но они все онлайн, то есть надо на сайте заказывать. Оказались вот в таком месте. Мангия. Вот такой десерт. $6 с налогом. То есть шоколад, короче говоря, ореховое масло и какие-то еще фрукты есть. Прикольно вообще. Вот ребята привели какой-то магазин, он называется, видите, в Швейцарии, я так понимаю, делается обувь, какой-то бренд новый.
Прям, короче, ну не знаю, прям все хвалят, типа. Вот я пока что свой размер не нашел, это вот 45-й, маленькие. Они походу маломерки. Примерно стоят $150-170 здесь. Здесь вот, короче говоря, в Сохо, где-то вот Он Лафайет называется магазин сеть. Сидим здесь, короче говоря, ждем. Единственное, что обслуживание долгое, то есть как бы долго несут. Тем временем мои скетчерсы, да, много что повидали уже, много где побывали, показали себя очень хорошо, еще нигде не порвалось. То есть, что в горы ходили, сколько, что по городам, сколько ходили, молодцы. Смотрю, таких парковок все больше и больше становится. $15 полчаса. О, точно, совсем забыл рассказать. Короче, в эти же дни, пока мы здесь находимся в Нью-Йорке, сюда приехал президент Казахстана. Там какая-то встреча президентов. Даже видели, короче, летал небольшой кукурузник, и там надпись была Welcome to USA. Вроде как там приветствовали президента Узбекистана, то есть был флаг Узбекистана. Вот, короче, и на днях мы на 5-й авеню видели казахов. Молодые ребята, все в костюмчиках и так далее. Выглядят довольно узниче. Вот, двигаются. Да, не особо здороваются, так скажем, но тоже двигаются за деньги народа, налогоплательщиков. Вот. И также еще видели еще сегодня это тоже ребята из Узбекистана. Гуляем по улице Лафайет. Кстати говоря, точно, ребята еще подметили, что здесь все туалеты доступные, в плане бесплатные. В заведениях везде есть. И есть публичные туалеты на улице, то есть в парках и так далее. И все это бесплатно, и состояние очень даже радует. Капец, у них сирены здесь мощные вообще. Что у скорой помощи, что у пожарки. Также еще хотел сказать, что сегодня прогноз погоды жестко нас подставил. Сказал, что будет 20 градусов тепла, вечером 17, а по факту сегодня днем было плюс 29. Сегодня вообще должен был облачный день быть и дождь, но ни того, ни другого. Здесь, кстати говоря, на дорогах мало сигналят. Редко можно услышать. О, нашли такой вот собор здесь, в этом районе. Что, успеем? Пойдем. Что, тут, конечно, церквей и соборов разных много. Очередная. Велодорожки пользуются популярностью. О, смотрите, вот так вот мороженое ездит, короче говоря, и музыка играет. Вечернее время, добрались на Highline Park. Думали, сегодня уже не получится. Но вот вечерняя прогулка. Ух. Девчонки все уехали на смотровую, на Edge. На вечернее время, кстати говоря, на закат туда подняться стоит примерно $60-65. А мы вот с Алмазом гуляем, идем в сторону девчонок, чтобы в дальнейшем поехать уже в отель. Пришли в район Madison Square Garden. Здесь Panda Express, оказывается, есть, KFC, пиццерии. Короче, время вечернее, видите, пробки, движняк. Зашли вот New York Pizza Supreme. По отзывам очень даже неплохой. Сейчас ждем, заказали. По слайсам продают, а один слайс $6. Смотрите, вот такие куски пиццы. Вот это литровая бутылка, если что, размер. Видите, большие слайсы. Это в нью-йоркском стиле какая-то, сицилийская. Уже добрались до отеля. За сегодня прошли тоже примерно 25 тысяч шагов сделали. Прилично так классно погуляли, конечно, по вечернему. Вот, девчонки сходили на смотровую, вот этот Edge. Сказали, вечером вообще было очень круто, шикарно. И очень рекомендуют как бы на вечерний, именно на закат.
Потом вечерний город посмотрели, Манхэттен сверху. Сказали, классно, им понравилось. Так, что еще? Ну, сейчас будем потихоньку уже отходить ко сну. Завтра у нас вечером вылет в Лас-Вегас. Про это уже будет отдельное видео на канале. А про Нью-Йорк это еще не конец. Завтра еще погуляем. Доброе утро. Уже вот с 8 утра здесь вот стройка началась. Ребята там вовсю копают. Посмотрел выписку Каспий банка. Оказывается, оплата в долларах, конвертация идет 1 доллар почти 551 тенге. Обалдеть. Прикольно. Только на последний день заметил эту надпись, эту наклейку. Если сюда повешать типа вешалку, то сработает датчик. Точно. Вчера ребята заметили, что в номерах прям очень хорошая, так скажем, система пожарной безопасности. Здесь получается датчик дыма, тут еще и вот этих 4 поливалки. То есть 1, 2, 3, 4 поливалки, если будет возгорание. То есть ребята сказали, что в Казахстане такого не видели. Может быть, где-то есть. Если знаете, то делитесь в комментариях под видео. И еще один момент. Вчера встретили казашку, которая проживает здесь, в Нью-Йорке. Уже больше, ну, почти год проживает. Вот, сказала, что работает здесь официанткой. То есть, ну, все официально, она сюда переехала. И официантка, она может заработать в течение дня. То есть, видимо, хорошее заведение. В течение дня, угадайте сколько? Почти $400 вместе с чаевыми. То есть у нее примерно выходит в день такая вот сумма. Неудивительно, что все хотят ехать в Америку на заработки. Вот. И вчера мы подумали с ребятами, блин, в день $400, а качественная, хорошая обувь, без всяких скидок и так далее, там тот же вот этот On, Nike, Adidas, они стоят $150-200. Круто, да? То есть она может за один день себе заработать на хорошую обувь, которую будет носить несколько лет. Такие дела. Сейчас уже идем на завтрак, а в дальнейшем хотим съездить на Кони-Айленд. Там же еще и Брайтон-Бич. Не знал, оказывается, у нас здесь еще тренажерка есть небольшая. Дорожки, железо. От нашей станции до Кони-Айленд 35 станций. До сих пор едем. Видите, это получается уже Бруклин. Местами метро выходит из-под земли, и вот такие виды открываются. Короче говоря, в целом ехать около 1:10, вот так. Нью-Йорк Сити Сабвей, метро, полностью вся карта. Получается, основные локации вот Манхэттен, Бронкс, Квинс, Бруклин, Стейтен-Айленд. Здесь, видимо, какая-то ЖД-станция, что ли, или что это, или ремонтное депо, или, может быть, паркинг. Огромное количество вагонов метро. О, смотрите, какие прикольные фургоны. О, такой фургон я вообще даже не видел. Он там стоит как джип. О, вот они. Что за модель это? Но бренд не указан. Cube Smart. Вот такие вот тоже земли есть. А
Вот и Луна парк. Уже добрались до Кони-Айленд. Неужели? Видите, аттракционы есть, американские горки, циклон, колесо обозрения, Wonder Wheel. Работают уже. Потихоньку, видимо, запустили горки, пока никого нет, но горки работают. Тут даже с водой есть, видите? Вот мы и на Beach Walk. Видите, такая набережная, такие вот вещи есть. Аттракцион, не аттракцион, туалеты есть. Ух, вот еще одна лодка упала. Кони-Айленд Бич. Красные флаги означают, что купаться или заходить в воду запрещено. Видите, на русском есть информация. О, пляж, здесь песок. Такой большой пирс есть, там люди гуляют. Кто-то даже палатку поставил. Волны есть. Голуби. Сразу повысилась влажность. Чувствуется прям. Также есть небольшой такой теплый ветерок. Ракушки есть. Камешки. А так песок мелкий. Камней очень мало, но местами, кстати, заметили, стекла есть. И чайки есть. Но чайки у нас ныне везде. Ну и мусор есть. Вот люди есть. Вроде особо... вон там вот вдали я вижу, люди купаются. Не так много, но купаются. Чем ближе к воде, тем прохладнее становится. Здесь у нас Атлантический океан. С этой стороны. Вода прохладная, кстати говоря. Вот этот аттракцион стоит $12, вот одна поездка. А так есть типа большой билет общий на весь парк, где-то $170, если не ошибаюсь, на весь день. Ну а так прикольно, слушайте, 11 часов дня, люди вот гуляют по пирсу с собаками, на велосипедах. Есть туалеты вот общественные, вот такие вот здания. Слушайте, смотрите, а здесь вот такие цены указаны. Она, походу, сказала 79, а я услышал 170. Возможно, кстати. Пока я здесь охраняю вещи, девчонки пошли кататься на этой штуковине. Здесь на берегу душ тоже есть. Если вдруг кому ноги помыть там. Soaring Eagle называется вот это. Синяя. Пришли сюда лежа покататься. Вот так выглядят билеты. Видите, Луна парк. Моя Луна парк. Вот такая горка. Прокатились. Крутая вещь. $10 стоит. Жаль, не разрешают брать с собой камеру. Здесь, видимо, разные хозяева. 3 парка, получается, находятся, можно сказать. Видимо, часть парка даже еще не открылась. О, девчонки пошли кататься. Обалдеть, зависание наверху есть. Прикольно. Идем по дороге вдоль пляжа. Разные заведения. А вот метро. Поговаривают, что именно отсюда началась история хот-догов Nathan's. Famous. Видите, с 1916 года. This is the original. Оригинальные хот-доги стоят $6. Это, видимо, без налога еще.
Вот такой хот-дог Нейтанс купил, который типа первый, оригинальный. 6,52 с налогами вышел, получается. В тенге где-то 3 тенге за вот этот небольшой хот-дог. Совсем забыл, мы же вот здесь, получается, в Брайтон-Бич, к сожалению, сегодня не успеваем зайти. Уже пора ехать, нам сегодня дальше лететь в Лас-Вегас. А так здесь находится Малая Одесса, еще называют, проживает огромное количество людей русскоговорящих из СНГ и так далее. Вот. Сегодня мы еще встретили парня одного, он здесь работает, оказывается, в Штатах, уже год здесь, сам из Киева. Говорит, что, оказывается, то есть уже во многих странах побывал, там Китай, Европа, там, да, потом вроде Япония еще. И говорит, что здесь очень дорогая жизнь, то есть по налогам и так далее, говорит, если сравнивать, то в Европе им было комфортнее. Говорит, что в прошлом году цены были ниже, можно было за те же $100 купить больше продуктов. В этом году, говорят, цены поднялись. Долларов должна всегда. Да, я знаю. Я знаю, Дима. Я это сразу помню здесь. Хитро смерти это Барбара. Заказали такси, едем в аэропорт. Это, кстати, Toyota Sienna. Сидим на третьем ряду. Потолок немножко, конечно, маловат, низковат. Упираемся. Уже добрались до аэропорта, не без приключений. Вот такие есть автоматы, все делается. Вот так засовываем, получается, паспорта. Он считывает нашу информацию, и мы здесь печатаем свои посадочные. Плюс багаж можно добавить. Подожди, походу я рано начал, да. Окей, сейчас. Вот паспорт. Выбираем. И теперь сканируем паспорт. Пошел. И он должен нас найти в системе. Так, ну давай. Вот. Подтверждаем. И дальше уже все просто, чисто, то есть да, и получаете свой посадочный. Вот так все работает, видите? Без людей, все на аппарат, даже багаж. Здесь тоже все делаете и потом отправляете вот туда. Все, мы уже в терминале, у нас выход 528, без проблем прошли досмотр, вообще очень быстро все творится. Проверили паспорт, получается, билеты уже потом, билеты, кстати, один раз тоже проверили, паспорт проверили, и мы здесь уже гуляем. Обычно, получается, вот этот рейс до Лас-Вегаса, он длится около 6 часов, на борту обычно не кормят и иногда дают воду, но как бы если вы любите покушать, конечно, желательно взять на дорогу что-то в аэропорту. Можно взять какие-то перекусы, можно, конечно, и вне аэропорта тоже купить, с едой без проблем пропускают. К примеру, у меня с собой есть фрукты, батончик есть, и ребята там что-то с собой тоже взяли, какую-то горячую пищу, всех пропустили. Только с водой, конечно, не пропускают, воду либо допить, либо вылить. Здесь в аэропорту, в терминале есть туалеты и есть, конечно же, где можно набрать бутылку воды без проблем. Примерно вот такие здесь самолеты JetBlue, Blue Point of View, прикольная надпись. Вот, а так вот выглядит примерно терминал. Конечно же, есть магазины, есть одежду продают, сувениры продают и продуктовые. Ну и, конечно же, как же без бесплатного интернета? Все без проблем подключается, работает бесплатно. Я очень надеюсь, что вам понравилась данная поездка, данное путешествие, и как бы в скором времени мы обязательно еще раз увидимся. На этом, я думаю, выпуск про Нью-Йорк подходит к концу, можно заканчивать его. Кстати говоря, чуть не забыл рассказать про нашего таксиста. Интересный парень попался. В Uber у него была отметка, что он работает уже 6 лет в Uber, да, но при этом он впервые оказался в аэропорту. Прикиньте, да, мы капец блуждали долго, он не мог найти нужный поворот на терминал и несколько раз промахивался. А потом начал злиться, короче говоря, и как бы, мы чуть машину его не ударили, точнее он сам. Но мы переживали за себя. Вот, поездка как бы из нашего отеля, вот почти из Куинса, да, сюда заняла около час 20, час 30 даже, да. Вот заплатили мы $76 без чаевых. С чаевыми где-то $85 вышло. Ну, мы оставили ему, потому что он реально как бы до последнего нас довез, не стал нас где-то оставлять там, да, не психанул там. Вот, и хотя бы мы ему оставили вот около $10 чаевых.
Следующее видео на канале выйдет, конечно же, про Лас-Вегас. Также мы планируем поехать в Гранд Каньон. Вот наш рейс до Лас-Вегаса. 6:45, 711, on time, во время, 528 гейт. Весь мой багаж в поездке в Штаты. Вот моя сумка и моя поясная. Ну, как бы на плечи, короче говоря. И все, это не мое уже. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.